Задайте себе вопрос, верите ли вы в мистику, в нечто потустороннее и неизвестное. Думаю, многие из вас ответят, что верят. Сегодня я собрал для вас топ монстров, которых удалось снять на камеру. Если вы еще не испугались, тогда устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Это видео было взято с канала Life of Luxury. Авторы канала охотятся за паранормальным. К парням обратилась девушка, сказала, что ее сестра ведет себя очень странно после несчастного случая. Девушка подозревает, что с ее родственницей явно что-то не то. А может и вовсе она уже не та, за кого себя выдает. У сестры наблюдалось неадекватное и жуткое поведение. Парни начали разбираться, что там происходит, но сразу было видно, что происходит какая-то жуть. Один из авторов пошел проведать сестру, но услышал страшные голоса в ее комнате. Парень опустился посмотреть, что там происходит, и вот что он увидел. Ребята поставили камеры во всех комнатах и пошли спать. Но то, что случилось дальше, вас, возможно, очень напугает. Что стало с этими девушками дальше, неизвестно. Относительно недавно в Никуагу женщине удалось заснять мистическое существо. У него большие крылья, по структуре напоминающие летучую мышь, а ноги были схожи с паучьими. Оно ужасающе сидело на дереве и наблюдало за жизнедеятельностью людей. Очень странно, что это происходило на глазах сотен людей весьма на оживленной улице. Но почему существо не пыталось прятаться, остается загадкой. Не менее странно и то, что это происходило при свете солнца. Ведь обычно всякая нечисть вылазит исключительно по ночам. Спустя недолгое время существо расправляет крылья и улетает. Не исключено, что это просто монтаж, но вы посмотрите, насколько качественно он сделан. Даже если присмотреться, трудно заметить, что это фейк. Напишите в комментариях, как вы считаете, настоящее ли это существо или просто монтаж. Maje, ¿qué es esa onda? ¿Estás viendo eso?
Лесник по имени Эрвин Сандерс утверждает, что ему удалось заснять какое-то загадочное существо. На мой взгляд, оно чем-то напоминает Грута из Стражей Галактики. Существо небольшого роста и выглядит безобидно. Также автор видео отметил, что оно живет здесь и выходит только после ливня. С чем это связано, неизвестно. Здесь мы видим, как Эрвин сидит под деревом и рассказывает различные факты о природе. Сначала не происходит ничего необычного, но после Эрвин что-то заметил и начал снимать. В ролике видно, как существо вышло из своего убежища и начало осматривать местность. Но после маленький Грут увидел, что его заметили, после чего он замешкался и скрылся с уступа. Фейк это или нет, решать только вам. Oh, sorry about that. He was doing a... Oh, there he is. Okay, it's there. Прогуливаясь по лесу, вы можете думать о чем угодно. О шишках, о грибах, о деревьях. Но мало кому придет в голову, что сейчас вы, возможно, встретите монстра. Да, герой этого видео не ходил за грибами. Прогуливаясь по лесу ночью, он услышал какие-то странные звуки. И естественно, у некоторых людей любопытство сильнее страха. И что же вы думаете? Правильно. Ну конечно же, он пошел проверить источник этого звука. В этом ролике мы видим, как некий искатель острых ощущений пробирается сквозь непроглядную тьму этого жуткого леса. Возможно, вы спросите, куда он так целенаправленно идет, но незадолго до съемки он услышал какие-то странные звуки в глубине непроглядного леса. И как полагается, он, конечно же, отправился проверить, что является источником этого жуткого звука. Пробираясь сквозь деревья, свет его яркого фонаря пробивал жуткую непроглядную тьму. Исследователь смело шел до источника звука, пока не увидел это. Существо чем-то напоминает Рейка, о нем я подробнее рассказывал в этом видео. После того, как фонарь осветил силуэт этого монстра, он начал активно двигаться. Автор видео не стал дожидаться, что произойдет дальше, и попытался как можно быстрее убежать с этого места. Порой эти пушистые милашки способны разбудить нас ночью своим громким мяуканьем. Именно это и произошло с героями следующего видео. Однажды ночью супруги проснулись из-за назойливого мяуканья котов. Пара вышла на улицу, чтобы прогнать их, но вместо котов они обнаружили нечто иное, жуткое и неизвестное. Девушка достала телефон и начала снимать. Yeah. How is that? Turn the light on. Turn the light on again. The heck is that? It's a bell. Turn the light off again. Поселок, где живут супруги, имеет множество загадочных историй о таинственных маленьких людях.
Если присмотреться, то мы увидим на кадрах маленькое существо с человеческими ручками. Правдивое это видео или постанова, решать только вам. Если вы решили снять домик в лесу, внимательно обыщите его перед тем, как лечь спать. Алиса со своим другом решили арендовать небольшой домик в лесу, но они и представить не могли, что будут ночевать в нем не одни. This place is so cool, isn't it? What the? Somebody in there with you? На кадрах видно, как нечто жуткое проходит за спиной девушки. Это призрачное, горбатое существо появилось из ниоткуда, а после испарилось без следа. Будем надеяться, что это не более чем фейк, ведь очень не хотелось бы осознавать, что в нашем мире может существовать нечто жуткое. В интернете полно видео о том, как водителю удалось запечатлеть нечто неизвестное. И вот один из этих роликов. На кадрах видно, как жуткий путешественник странной походкой идет посередине дороги, абсолютно один. Он был одет в ярко-белую одежду и не собирался уступать дорогу машине. По мере приближения странный человек остановился, а после и вовсе начал идти задом на машину медленными рывками и не оборачиваясь. В итоге автомобилист со своим другом сильно испугались, постарались как можно быстрее развернуться и уехать. На этом наше видео подходит к концу. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. Также не забывайте поставить лайк этому видео, если, конечно, оно вам понравилось. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч.